Всем привет! И сегодня хотел бы рассказать про свой ультрабук Huawei MateBook 13. Я пользовался им в течение одного месяца и хотел бы поделиться тем, что о нем думаю. Я бы хотел рассказать о том, какие в нем технические характеристики, соответствуют ли они заявленным. Поговорим о производительности, об аккумуляторе, как он держит зарядку в различных режимах, соответствует ли данный запас аккумулятора заявленным. Конечно, я не смогу проверить и раскрутить его, потому что я просто не хочу это делать из эстетических каких-то соображений. Расскажу о играх, можно ли играть в игры на нем и подходит ли он для игр. Также расскажу вообще, для чего этот ультрабук, что на нем удобно делать, что неудобно, все плюсы и минусы. Ну и в конце скажу, стоит ли покупать его или все-таки взять что-то иное. Хотел бы поговорить о его внешнем виде, да, и начнем с того, что он выполнен из алюминия, как я понимаю, ну и как и заявлено, крышка 100% алюминиевая, нижняя часть не могу понять до конца, либо это пластик, либо это все-таки алюминий, ну, мне кажется все-таки, что это пластик. По дизайну, значит, при дневном освещении он дает немножко фиолетовым, так как данный цвет называется Space Gray, космический серый. В темное время суток, либо под лампами, он такой темно-темно-серый. Вот, что и тоже, в принципе, оригинально и интересно. Перед тем, как купить данный ультрабук, у меня был выбор купить либо модель Huawei MateBook 14, либо Huawei MateBook 13. Разница в цене была, в принципе, такая приличная, 20 тысяч рублей. По начинке я не сказал бы, что там супер сильно что-то отличалось. Там на 14-м Huawei был процессор Intel Core i7 и i5. Если брать i7, то это уже не плюс 20, это, по-моему, уже плюс 40 тысяч. Он под 100 тысяч стоил на максимальной комплектации. На i5 он стоил в районе 85-86 тысяч, я смотрел на официальном сайте. Я все-таки остановился на 13 модели, потому что, конечно же, она чуть подешевле. Мне он для игр не нужен, хотя что-то иногда я могу запускать, поиграть, не тяжелое, ну такой типа инди-игр каких-то. Я его покупал больше для видеомонтажа, работы. Я считаю, это идеальный размер. При этом у него соотношение экрана 3:2, о чем-то говорит. Он не вытянутый, как 16:9, а немножко заквадраченный, и создается такой эффект квадратного экрана. Помните, как раньше были мониторы квадратные? И все-таки здесь есть свои плюсы и минусы, о которых я поговорю чуть позже. Поговорим про технические характеристики. Как заявлено в данной модели Huawei MateBook 13, здесь стоит у нас Ryzen 7, процессор 3700U, и графический процессор здесь встроенный, Vega 10. Экран здесь очень яркий, разрешение здесь 2К. Я пробовал подключать данный ультрабук к телевизору. Конечно же, минус состоит в том, что разрешение, которое здесь, оно сделано по соотношению сторон 3:2, да? А на телевизорах оно в основном 16:9. И поэтому края были срезаны. Чтобы мне выйти из данной ситуации, мне приходилось разрешение менять на Full HD. И когда я менял на Full HD, картинка становилась хуже, если честно. Покупал я его для работы, и работаю удаленно, подключаюсь к удаленному серверу, и нагрузка практически с данного ультрабука снимается. Тем самым я работал и 11 часов, и 11,5 без остановки, без подключения к сети. Аккумулятор держал. Ну, конечно же, аккумулятор я выставлял в эконом-режиме. Что касается просмотра видео, либо каких-либо игр, мне кажется, это где-то 1,5-2,5 часа, в зависимости от игр, какие смотрят, да, допустим, если взять какие-то тяжелые игры, запускать их на максимальных возможностях данного ультрабука, конечно же, он будет греться, не критично, но будет греться, и, наверное, будет часа полтора работать максимум. Данный ультрабук я покупал за, не соврать, за 63 500 рублей. Это был октябрь, и он был уже со скидкой на сайте. И вот, получается, воспользовавшись Leti Shops, я сэкономил в районе, наверное, 1000 рублей. Huawei без хитрости не обошелся, потому что ранее данные модели продавались с хабом. В данном
ультрабуке у нас присутствует всего два выхода. Это USB Type-C с одной стороны и с другой. Один вход у нас для зарядки, а также можно подключать сюда различные девайсы, а другой вход только для девайсов. К сожалению, в комплекте уже не кладут хаб, их фирменный Huawei. Мне пришлось докупать его отдельно. Но покупал я не оригинальный, потому что оригинальный стоит 5000 рублей, я считаю это кощунством. Они делают скидку на ультрабуки, а при этом они вытаскивают оттуда дополнительное оборудование. Ну, по сути, это тоже на то же получается. Я не считаю, что это какая-то скидка. Это просто хитрый ход. Также до этого он стоил еще дороже на 2000, но при этом в комплект можно было выбрать подарок. Либо чехол, либо мышку. Сейчас дополнительного никакого оборудования они в подарок не дают, но при этом они сделали скидку 2000 рублей дополнительно. Это тоже, конечно, очень хитро с их стороны. Тем самым я хочу подойти к чему? Подойти к тому, стоит ли покупать данную модель сейчас. Буквально через месяц появится в продаже Huawei MateBook 13s. А вот буквально недавно появился Huawei MateBook 14s. Он чуть-чуть попроизводительнее, в нем получше процессор. Я думаю, в 13s будет то же самое. И когда выйдет 13s, данная модель 13 станет еще дешевле, но нужно будет поймать момент, пока они будут еще в продаже. Касаясь того, что они могут пропасть из продажи, я думаю, эти ноутбуки можно найти, в принципе, не только на официальных сайтах, да, можно поискать и на представительных сайтах. Также можно посмотреть на AliExpress, только обязательно заходите во вкладку Tmall. То есть отправка будет из России, потому что если вы будете заходить в AliExpress и искать их где-то у китайских продавцов, во-первых, да, они могут стоить дешевле немного, но они будут на китайской версии. Конечно, это все можно дело прошить, поставить винду русскоязычную. Но я бы не стал рисковать, потому что в последнее время AliExpress как-то себя не очень хорошо проявляет, но это у меня так. Я много чего заказываю, и очень часто приходит некачественного товара. При этом возврат средств мне частенько не приходит. То есть мне отказывают в возврате после открытия спора. Далее перейдем к чему. С покупкой данного ультрабука мне пришлось приобрести дополнительный хаб, потому что оригинальный в комплект новый не положили. Купил я не оригинальный, купил я какой-то китайский с AliExpress, посмотрел по отзывам, вроде бы более-менее ничего хорошего. Сейчас я его покажу. Но я немножко в нем разочаровался, сейчас объясню почему. Я покупал его только ради USB, понятное дело, флешку какую-то подключить, и мне нужен был HDMI, чтобы подключаться к монитору либо телевизору. Попробовал я подключиться к телевизору и немножко, конечно, удивился от качества, потому что качество не самое лучшее. Почему? Ну, во-первых, данный хаб, как я потом уже узнал, почитал, надо заранее читать было, передает только 30 Гц, не 60. Официальный Huawei хаб, который белый, он, как я понял, передает 60 Гц, может быть даже и 120. Но я инфы не нашел никакой, вроде говорят 60, как минимум. Здесь плохая передача, очень сильно ломалась картинка, я попробовал запустить игру, не очень, я бы не стал подключаться через данный хаб к телеку. Я себе наряду с чехлом и с сумочкой заказал мышь. Мышь также называется Huawei, модель точно не помню, оставлю также ссылку в описании. В магазинах она стоит у нас Озон, либо там какие-либо еще компьютерные магазины, 3500, 3600. Я ее купил за 1600 с AliExpress. В тот момент, пока данная мышь шла, мне нужно было подключить какую-то другую, чтобы работать было удобнее. На тачпаде я, конечно, могу работать, но не так комфортно, как с мышкой. Я заказал с Озон себе обычный переходничок с USB Type-C на 3.0 джек. Там рублей 150 он стоил. И мне приходилось подключать этот переходник, в него вставлять USB-шку Bluetooth приемник на мышь. И это все неудобно и небезопасно, потому что постоянно вытаскивать и вставлять, честно сказать, очень туго, я боюсь расшатать вход. Я заказал себе мышь Huawei. Ее преимущество в том, что этот переходник, который, как у других мышках есть, Bluetooth приемник, он не нужен. То есть здесь связь идет по воздуху. Сейчас покажу, как это выглядит. Вот такая мышь.
легкая, пластиковая. Здесь крышечка на магнитиках идет, батарейка. И у нас, как обычно, on-off и внизу Bluetooth. То есть мы нажимаем вниз на пружинки и начинается поиск. В компьютере заходим в Bluetooth, находим мышь и подключаемся. Ничего сложного, все элементарно. Также хочу затронуть такой момент, как соотношение сторон 3 к 2 в данном ультрабуке. И здесь есть основной минус. Основной минус, если вы хотите все-таки поиграть в какие-то игрушки, ну, как я себе установил Skyrim, я фанат серии TES, и я немножко, конечно, разочаровался, потому что разрешение 4 к 3 нет. Мне пришлось что делать? Выбирать 16:9 и ставить разрешение более-менее подходящее. Все равно рамки немножко срезались, и игра как бы чуть-чуть увеличена. И не очень комфортно. Возможно, в современных играх есть какие-то изощрения, но современные игры здесь не пойдут. Этот ультрабук, еще раз повторюсь, не для игр, а больше для работы, либо для серфинга в интернете. К сожалению, немножко начинает темнеть. Ноябрь месяц, дни короткие, а времени снимать не всегда хватает. Что мне не нравится в ноутбуках, ультрабуках Windows, так это то, что они лепят наклейки постоянно себе на корпус. Значок Windows, там NVIDIA, либо Intel, либо там Ryzen, AMD и так далее. Вот эти все наклейки, не очень эстетичны, поэтому я удалил их. Но я удалил не только наклейку с Ryzen, а также наклейку Huawei Share. Что это такое? Функция Huawei Share позволяет подключаться владельцам Huawei либо Honor к компьютеру, приложив его к корпусу. Тем самым на экране вашего компьютера появляется ваш телефон в правом углу. И вы можете просто мышкой перетаскивать как бы с экрана телефона, например, фотографии либо видео себе на рабочий стол. У меня нету телефона Huawei либо Honor, в принципе, я пользоваться ими не буду, и данная функция, по сути, мне не нужна. Что я сделал? Я просто удалил эту наклейку. Эта наклейка несет в себе чип, она с каким-то медным вкраплением, либо с антенкой, которая, видимо, помогает связаться телефону с компьютером. После удаления данной наклейки данная функция Huawei Share работать перестанет. Я, в принципе, не расстроен, а только рад, потому что нет вот этих лишних наклеек. Как раз таки, как делают макбуки, у них отсутствуют все наклейки, и это придает им какой-то минимализм, очень красиво. Поэтому успевайте приобрести очень прекрасный ультрабук, долго держит заряд, производительный. Да, еще хотел заметить, что сейчас вышла бета-версия Windows 11. Я попробовал обновиться, очень сильно пожалел, потому что сразу же 6,5-7 гигабайт оперативной памяти нагружает система. Компьютер заметно работает хуже, не так быстро. В игры играть я не пробовал, я просто сразу же в срочном порядке откатил систему обратно. Там есть такая функция. Если нужна будет информация, пишите в комментарии, я вам в комментариях отвечу, что нужно сделать, либо прикреплю ссылку. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, много лишнего не наговорил. Вот это чисто мой личный обзор. Если что-либо не досказал, опять же, также напишите в комментарии, я вам отвечу с удовольствием, потому что, сами видите, мой канал, там очень мало подписчиков, пару видео есть вообще на совсем другую тему, просто залитые или были в архиве здесь. Я не какой-то техобзорщик, я любитель, у меня даже нет микрофона, я снимаю с iPhone или с встроенным микрофоном. Поэтому простите меня за это, буду исправляться, приобрету, возможно, дальнейший микрофон и буду снимать какие-либо видео. Кому будет интересно, подписывайтесь, конечно же, я буду очень рад. Спасибо за просмотр, всем пока.